Хотелось бы поговорить об американской философии. Американская философия – это обобщенное название философии философов и мыслителей, связанных с Соединенными Штатами Америки. Интернет-энциклопедия философии отмечает, что в то время как в американской философии отсутствует ядро определяющих черт, тем не менее, ее развитие можно рассматривать как отражение и формирование американской идентичности. На протяжении всей истории различные американские школы мысли, философские традиции были очень разнообразны, даже могли противоречить друг другу. Их проблемы и темы менялись в разное время. Например, только в 20 веке анализ языка приобрел очень высокий статус, тогда как до этого большое значение имели отношения между философией и религией. В целом, еще раз подчеркну, развитие американской философии можно рассматривать как отражение и формирование американской идентичности. Американская философская традиция началась тогда, когда прибыли хорошо образованные пуритане в Новую Англию. Они включили раннюю американскую философию в религиозную традицию. Здесь основополагающее значение имеет провиденциализм. В христианстве провиденциализм – это вера в то, что все события на земле контролируются Богом, а также сделали акцент на отношениях между индивидом и обществом. Многие ранние документы, такие как основные постановления Коннектикута и Массачусетский свод свобод, можно сказать, служат свидетельствами этого. Такие мыслители, как Джон Уинтроп, ставили общественную жизнь выше частной. Другие мыслители, например, как Роджер Уильямс, считали религиозную терпимость более основной и неотъемлемой частью более глобальных вещей, чем попытки достичь религиозной однородности в обществе. Американскую философию XVIII века можно разделить на две половины. Первая половина отмечена теологией кальвинизма под влиянием Первого Великого Пробуждения. Первое Великое Пробуждение – религиозное движение, охватившее Великобританию и ее 13 североамериканских колоний в 1730-40-х годах, а также натурфилософии и просвещения, а вторая отмечена исконной моральной философией американского просвещения, которую преподавали в американских колледжах. В дальнейшем это привело к американскому воплощению в реалии европейского просвещения, которое ассоциируется с политической мыслью отцов-основателей. XVIII век ознаменовался появлением философии Фрэнсиса Бэкона, философии философов эпохи Просвещения Декарта, Ньютона, Лока, Уолстона и Беркли. Двое коренных американцев, Сэмюэл Джонсон и Джонатан Эдвардс, сначала испытали влияние этих
философов. Затем они адаптировали и расширили свои идеи, чтобы развить свою собственную американскую теологию и философию. Они восприняли многое из нового учения эпохи Просвещения. Оба были идеалистами, находились под влиянием Беркли. Оба они оказали влияние на развитие американской политической философии и на труды отцов-основателей. В американских колониях в Новой Англии доминировала пуританская теология Уильяма Эймса и логические методы XVI века Пьера де ла Раме. Затем в 1714 году пожертвование в размере 800 книг из Англии, собранное Джереми Дамером, поступило в Ельский университет. Они содержали то, что стало известно как новое обучение, включая труды Лока, Декарта, Ньютона, Бойля и Шекспира и других авторов. Впервые они были открыты и изучены Сэмюэлем Джонсоном. Он начал преподавать программу просвещения, и так началось американское просвещение. Джонатан Эдвардс был самым важным и оригинальным теологом Америки. Известный своими энергичными проповедями, такими как «Грешники в руках разгневанного Бога», который, как говорят, положил начало первому великому пробуждению, Эдвардс подчеркивал абсолютный суверенитет Бога и красоту Божьей святости. Работая над объединением христианского платонизма с эмпирической эпистемологией, с помощью ньютоновской физики Эдвардс испытал глубокое влияние Джорджа Беркли. Нематериальный разум состоит из понимания и воли, и именно понимание, интерпретируемое в ньютоновских рамках, приводит Эдвардса к фундаментальной метафизической категории сопротивления. Какими бы свойствами ни обладал объект, он обладает этими свойствами, потому что он сопротивляется. Сопротивление само по себе является проявлением Божьей силы, и это можно увидеть в законах движения Ньютона. А где объект не желает изменять свое текущее состояние движения, объект в состоянии покоя останется в состоянии покоя, а объект в движении останется в движении. Хотя Эдвардс реформировал пуританскую теологию, используя идеи просвещения, а также Лока, Ньютона и Беркли, он оставался кальвинистом и жестким детерминистом. Джонатан Эдвардс отвергал свободу воли, заявив, что мы можем делать все, что нам заблагорассудится, но мы не можем нравиться, угождать так, как нам заблагорассудится. Согласно Эдвардсу, ни добрые дела, ни самозарождающаяся вера не ведут к спасению, а единственным вершителем человеческой судьбы является безусловная Божья милость, благодать. Период отмечен тем, что больше полагались на науку и новые знания эпохи просвещения, плюс присутствовала идеалистическая вера в совершенствование человека через преподавание этики, моральной философии, экономики невмешательства, и был поставлен новый акцент на политических вопросах. Сэмюэла Джонсона называют основателем американской философии и первым важным философом в колониальной Америке и автором первого опубликованного там учебника философии.
Он интересовался не только философией и теологией, но и теорией образования, а также схемами классификации знаний, которые он использовал для написания энциклопедий. Разработки учебных программ колледжей и не только. Джонсон был сторонником точки зрения, что сущность истинной религии – это мораль. Моральная философия Джонсона находилась под влиянием Декарта и Лока, а также Уильяма Уолластона и Джорджа Беркли. Джонсон решительно отвергал учение о предопределении и считал, что люди являются автономными моральными агентами, наделенными свободной волей и естественными правами. Его философия представляла слияние религии и идеализма. Его продвигали Томас Клэб, Бенджамин Франклин и Уильям Смит. Многие из Комитета Пяти, которые редактировали Декларацию независимости, были тесно связаны с Джонсоном. Например, Бенджамин Франклин, Роберт Ливингстон, Роджер Шерман, сын Джонсона Уильям Сэмюэл Джонсон, написал Конституцию США. Примерно во время принятия закона о гербовом акте, гербовый акт, государственный документ, который вводил налог на издание каких-либо документов, возрос интерес к социальной и политической философии. Многие из отцов-основателей много писали по политическим вопросам, в том числе Джон Адамс, Джон Диккенсон, Александр Гамильтон, Джон Джей, Томас Джефферсон, Бенджамин Франклин и Джеймс Мэдисон. Продолжая рассматривать основные проблемы, которые выдвигали пуритане в 17 веке, отцы-основатели обсуждали взаимосвязь между Богом, государством и личностью. Результатом этого стали Декларация независимости Соединенных Штатов, принятая в 1776 году, и Конституция Соединенных Штатов, ратифицированная в 1788 году. Конституция устанавливает федеральную республиканскую форму правления, которая характеризуется балансом властей, сопровождаемым системой сдержек и противовесов между тремя ветвями власти: судебной ветви власти, исполнительной ветви власти, возглавляемой президентом, и законодательной ветви власти, состоящей из двухпалатного законодательного органа, где Палата представителей является нижней палатой, а Сенат – верхней палатой. Хотя Декларация независимости содержит ссылки на Творца, Бога, божественное провидение и Верховного Судью мира, отцы-основатели не были исключительно теистами. Некоторые исповедовали деизм, что было характерно для европейских мыслителей эпохи Просвещения, таких как Вольтер, Руссо и другие. Однако исследование показало, что только Франклин и Джефферсон, оба американские практические идеалисты своей моральной философии, могут быть названы квазидеистами или неконфессиональными христианами. Все остальные были публично членами деноминационных христианских церквей. Франклин исповедовал необходимость общественной религии и время от времени посещал различные церкви. Основатели, которые изучали или приняли неконфессиональную моральную философию Джонсона, Франклина и Смита, находились под влиянием деистических тенденций, описанных Уолластоном, о чем свидетельствует, например, стремление к счастью в Декларации независимости. Альтернативная моральная философия внутреннего американского практического идеализма, называемая также шотландской моральной философией врожденного смысла или шотландским реализмом здравого смысла, была введена в американских колледжах в 1768 году Джоном Уизерспуном, шотландским иммигрантом и педагогом, который был приглашен на пост президента колледжа Нью-Джерси. Он был пресвитерианским священником и делегатом, который присоединился к континентальному конгрессу всего за несколько дней до обсуждения декларации. Его моральная философия была основана на работах шотландского философа Фрэнсиса Хатчесона. Он оказал влияние на Джона Адамса. Когда Уизерспун прибыл в колледж Нью-Джерси в 1768 году, он расширил его предложения по натурфилософии, изгнал с факультета приверженцев Беркли и преподавал свою собственную форму шотландской моральной философии
Хатчесона. Томас Пейн, английский интеллектуал, революционер, автор книг «Здравый смысл. Права человека», был влиятельным человеком, продвигающим политические идеи эпохи Просвещения в Америке. «Здравый смысл» был описан как самый популярный памфлет всей революционной эпохи. В целом, в середине XVIII века именно те, кто изучали идеи нового обучения и моральной философии, преподаваемые в колледжах, создали новые документы американской государственности. А Сэмюэл Джонсон, Джонатан Эдвардс и другие сначала создали идеалистическую моральную философию в выражении стремления к счастью, а затем преподавали ее в американских колледжах поколению людей, которые стали отцами-основателями.